хотела поприветствовать всех новоподписавшихся. Садитесь, располагайтесь, надеюсь, будет интересно. Итак, я вам сегодня покажу, что я делаю что я делала в течение осени. Мы уже близимся к второй части из 3, почти к концу, но еще время чуть-чуть есть. Погода разная, и поэтому вяжем мы разное. Итак, первое это у меня остаток с лета еще. Это мой свитер. Ну, не мой, конечно, для ребенка. Значит, тут все запуталось. Я его вяжу с июля. И отложила чуть-чуть на время, потому что были другие дела, более срочные. Надо было шапочку сделать, еще там что-то сделать. И поэтому осталось. Но тело я довязала. Если помните, я начинала это другим цветом, мне оно не понравилось, мне надо было распускать. Но, по-моему, здесь очень хорошо все это сочетается. Цвета выглядят очень лаконично, очень подходят друг к другу. Это у меня Rainbow Cotton, цвет номер 4, нет, цвет номер 16. Так, 50 грамм, 170 метров, 100% хлопок. Очень неплохая пряжа, очень мне нравится. Вторая пряжа это Drops Loves You 7. Цвет белый, не помню точно номер, единичка скорее всего. И вяжу как бы так, потому что как раз у меня 2 мотка было и хотела бы их использовать. Но, вы знаете, в вязании чувствуется разница. Разница в толщине ниточки, вот эта вот серая, она заметно толще, чем вот эта белая. Не знаю, как это будет после стирки потом, но из моего опыта, вот эта вот пряжа Drops Loves You 7, она очень сильно распушается после стирки. И поэтому думаю, что в итоге все-таки это будет хорошо смотреться. По крайней мере, я так надеюсь. Но посмотрим. Довязала я уже почти рукав один, тоже на ту же длину. Тут у меня количество, наверное, то же самое. Количество рядов примерно, но еще 3 ряда, по-моему, 21, а в общем я делала 23. И рукав, как всегда, я буду делать длиннее, наверное, где-то на 3 или 4 полосочки. Полосочки у меня около сантиметра получается, может, чуть-чуть больше. Вот, просто чтобы мы быстро не выросли из этого изделия. Еще такой была у меня загвоздка с прибавками. Я делаю двойную прибавку с одной и со второй стороны в каждой второй серой полосочке. И обычно я прибавку делаю на последней и на первой петле. Так? Но здесь у меня была проблема в том, что на первую петлю у меня приходится вот эта вот смена цвета. И пока я до этого дошла, где-то вот до сюда, все-таки я решила делать прибавку просто во второй петле, потому что иначе это получается не очень красиво. Вот тут вот видите, как-то так кривоватенько это получается. Может, конечно, это все потом постирается и все будет нормально, но вверху, по-моему, это уже более как-то аккуратно выглядит. Вот. Но в любом случае этот процесс уже будет больше на весну. Я бы сказала так, что время еще есть этого довязать. Еще такая проблемка, честно говоря, вот эта вот вся пряжа, что у меня осталась, и я так думаю, хватит ли мне этого или нет. Это у меня пойдет еще на рукава, на второй рукав мне этого хватит точно. Подозреваю, что может не хватить вот этой вот белой пряжи на остальную часть, на кокетку и на, манжет-то я не буду вывязывать белой, манжет у меня пойдет этим цветом. В общей сложности у меня было 5 мотков, но и 5 мотков мне хватает на изделие, впритык, правда, хватает. Вот. Но думаю, что если не хватит, то буду просто брать еще какую-то серую. У меня серости много в запасах, так что думаю, что буду заканчивать, наверное, если вдруг не хватит каким-то другим цветом. Посмотрим. Трудно сказать. Уже будет видно по ходу действия. Итак, это один процесс. Следующий процесс у меня такой тоже хлопковый, как ни странно. Я хотела сделать безрукавку. Причем безрукавку такую, знаете, не теплую, а чтобы можно было это носить дома или дать Яну в садик.
чтобы она была не слишком толстая, чтобы она такая тоненькая была и легенькая была. То есть что-то вроде дополнительной футболки, что ли. Вот. И я решила, как всегда, взять пряжу Париж. Вы знаете, насколько вы знаете, я ее делю. Я ниточку делю на 3 части. И в этот раз у меня, когда я ее делила, у меня была такая дилемма. Когда вы делите пряжу, разматываете ее надо очень хорошо смотать. Ну, размотать и смотать обратно, потому что если будет где-то в каком-то месте, ну или вообще во всем, плохо раскручено или закручено, полотно просто будет косить. То есть я понимала, что я иду на такой риск. Но, честно говоря, было очень интересно посмотреть, как выглядит будет полотно именно лицевой гладью. Я долго задумалась, какой рисунок делать, но в конце концов все-таки решила лицевой гладью делать. Но хотелось добавить какого-то, может, не знаю, или цвета, или я даже думала на жаккард какой-то сделать. Вот. Но пока я разматывала, когда разматываю, я вот так вот резиночкой это все присобираю, чтобы оно раскрутилось. И так я смотрю на это, так красивенько это выглядит. Так вот сочетание, это синее с желтым. Вот. И потом, это, кстати, 48 цвет. И потом я вспомнила, что у меня же есть этот желтый. Вот он. Это мой остаточек от шапки. Посмотрите, как он хорошо сочетается. Просто замечательно. И решила делать полоски. Полосочки по резинке. Если бы я сделала везде, и на манжетах, и на V-образной горловине, которую я тоже собираюсь делать, то и внизу, то это было бы слишком ляписто, наверное. То есть надо делать на 2 каких-то элементах из 3. Или это рукава и горловина, или это низ и рукава, или это низ и горловина. То есть красиво это выглядит только исключительно, когда это идет 2 из 3. Вот. И поэтому вот так у меня это получилось. Вот так выглядит опять же моточек разматываемый. Вот такие полосочки я решила сделать. И еще полосочки буду делать по горловине. По манжетам делать, не по манжетам, а по рукавам делать не буду. Вот. По-моему, очень хорошо выглядит. Так прикольно, я бы сказала, так олдскульно, как из 70-х. И цвета еще такие, желтый еще такой. Вот, но так, мне нравится, по крайней мере. Контраст соблюден, контраст какой-то есть, полотно не выглядит скучным. Так что очень даже неплохо. Полотно получается довольно ровное. Оно не плотное. Я думаю, что оно еще разойдется чуть-чуть после стирки. Очень не терпится все это постирать и посмотреть, как это будет выглядеть. Рядности, как вы видите, особо нету. На свету, конечно, это лучше видно, что там что-то есть. Но так, в принципе, эта рядность, если и есть, она особо не бросается в глаза. Но тут вот чуть-чуть есть петли больше. Я даже вижу здесь, в этом полотне. И вы знаете, довольно трудно это вязать. Я вяжу это на спицах 2,5. И мне надо, чтобы полотно было более-менее равномерным, надо очень следить за натяжением нити. Для этого надо ее крепко держать, и спицы тоже крепко обматывать вокруг спицы. И это, у меня руки устают от этого. То есть долго я вязать этот процесс не могу. Но тело я почти отвязала. Может, еще пару здесь рядов добавлю, и уже надо рассчитать убавки на проймы. Все никак руки не дойдут, потому что просто-напросто времени нету. Мы сначала болели, потом мы опять болели, а потом мы болели опять. Как-то вся Польша сейчас болеет, и взрослые, и дети, очень как-то все это началось бурно, я бы сказала. Вот. Так что посчитаю и буду дальше вверх отвязывать. Хочу, чтобы вот эта вот часть, которая идет на рукава, была, наверное, практически такая же, как и тело, потому что, чтобы это, во-первых, надолго хватило, во-вторых, чтобы это было более удобно носить. Это безрукавочка для ношения в такие более теплую погоду, я бы сказала, или просто дома, чтобы был какой-то дополнительный верхний слой. У нас не сказала бы, что очень жарко в квартире. Можно, конечно, раскрутить обогреватели там на максимум, но мы стараемся этого не делать, потому что просто-напросто душно очень становится. Вот, поэтому всегда какая-то кофта есть, по крайней мере, у нас с мужем. А я из своих всех кофт вырос. А новые, как я уже говорила, покупать мне ему не хочется для того, чтобы он их просто замазал дома.
Вот. Поэтому и процесс приятный, интересный, и опыт поставлю, и посмотрим, что выйдет. И мне нравится. И он уже тоже ждет. Вот. И еще один процесс я вам покажу. Моя боль, я бы сказала. Это шапочка. Шапочка с ушками по моему же мастер-классу. Ну, как бы у меня мастер-класса нету на эту шапочку, потому что это она связана из другой пряжи. Но принцип такой же. Из Drops Baby Merino я уже как бы знаю все вдоль и поперек. Но здесь я решила связать такую же, только из Drops Merino Extra Fine. Там как раз распродажа какая-то. А, нет, это у меня было. Было, потому что я не хотела покупать дополнительных цветов каких-то и использовала то, что у меня есть. У меня есть зимняя шапочка с прошлого года. Нам она уже маленькая. И подклад там был синий из Drops Cotton Merino. Честно говоря, мне кажется, что все-таки эта пряжа довольно холодная. Поэтому сейчас я решила сделать полностью из мериносовой шерсти подклад. И сверху это у меня идет альпака. Этот, кстати, цвет 23. Тут у меня ушло 1,5 мотка. Вот здесь вот, посмотрите, вот здесь заканчивается один моток. И вот это вот еще все у меня шло на верх. Хотя, скажу я вам, что верх я сделала слишком большой. Сделала это специально слишком большой, просто чтобы это было на вырос, где-то вот на сантиметра 2 точно это можно сделать меньше. Так, но шапочка не слазит на глаза, по крайней мере пока. Если будет слазить, то просто это уберу, тут проблем нету. Так что 1,5 мотка. В любом случае второй моток начинать надо будет здесь. Эта пряжа, если кто не знает, 105 метров в 50 граммах, рекомендуют спицы 4, но я шапочку взяла на спицах 3. И посмотрите, как это выглядит. Она, правда, еще не стирана. Думаю, что когда постирается, будет лучше выглядеть. Но более-менее как-то это ровно смотрится. Смотрится так же, как и Drops Baby Merino. Такие вот выпуклые петли чуть-чуть, но потом они выравниваются. Очень неплохо должно это все выглядеть. Вот. И верхний слой, как я уже сказала, у меня из Drops Alpaca. Оранжевый цвет. Drops Alpaca цвета 29-15. 167 метров в 50 граммах, 2,5-3,5 мм спицы. Но вы знаете, честно говоря, мне довольно трудно вязать из этой пряжи. Она жутко скользкая, она какая-то такая, не знаю, мне трудно ее вязать. Нитка соскальзывает. В крючке, наверное, вообще было бы ужасно просто. Вот эта вот шерсть, которая постоянно вылазит, она даже мне в нос лезет. То есть потом ребенку ее очень трудно, ну не трудно, а очень аккуратно надо будет это все надевать, чтобы это тоже не лезло в нос. Вот, так что плюс еще напутала с петлями. То есть я когда вязала, добавила петли внизу на верхний слой. Где у меня тут начало, где тут конец. Давайте так положу, чтобы было видно. И потом как-то смотрю, что у меня уже ушки вывязала. Кстати, я поняла, как делать ушки, чтобы они были симметричны. Я поняла, почему у меня в той шапочке было несимметрично. Я в этот раз, когда добавляла петли, я петли добавила, знаете как? Я считала от начала ряда. То есть здесь я добавляла, уже, честно говоря, точно не помню, наверное, в каждом 7 ряду я добавляла одну петлю оранжевого цвета. И я делала это симметрично. То есть я добавляла 7 здесь и 7 здесь. Плюс 7 здесь, тут плюс 7 здесь. Так? И вот так вот, наверное, до конца ушек. Так, где-то, потому что эти жужушки у меня были вывязаны. Я видела, где заканчиваются ушки. А дальше просто добавляла столько петель, сколько мне надо. Но после того, как я вывязала ушки, и здесь у меня получилось, кстати, все просто идеально по петлям. Все симметрично, все точно так же, как и нижний слой. Очень все хорошо, все попало. Расстояние здесь тоже одинаковое, все прекрасно. Когда я подошла к рисунку, я поняла, что у меня не хватает петель. Я как-то не помню уже как, но неправильно как-то высчитала количество, которое мне надо было прибавить, но мне не хватало еще, по-моему, 8 петель до полного рисунка. И, то есть я просто взяла то количество петель, что у меня здесь было 120, я эту шапочку на 120 петлях вязала. Я просто добавила раппорт и начала вязать. Так? Но
одного раппорта ж мало добавить, надо, чтобы были целые раппорты. И вот до целого раппорта мне не хватало, у меня 16 петель здесь в раппорте, мне не хватало как раз этих 8 петель. Ну и что, добавляла уже после ушек. Я не думаю, что сильно это видно. Здесь 4 петли тоже очень симметрично добавила. И вот здесь вот тоже в начале, и где-то вот тут вот подобавляла. В начале ушек и в конце ушек. Вы знаете, с одной стороны, конечно, моя ошибка, можно было бы это переделать, но тут я опять же рискнула, потому что вот эти ушки, если вы посмотрите, они чуть-чуть как бы выстают. Так, они не то что морщатся, но вот она идет такая в бок. И может за счет того, что здесь просто меньше петель, так, и что я их добавила уже по основному полотну вверху, оно будет просто лучше выглядеть и не будет слишком вот так вот топорщиться, как стопорщилось бы, если бы я добавила все петли с самого начала. Так что может здесь не так уж и плохо, что я сделала эту ошибку, а как раз здесь очень хорошо все это легло. Не видно, что чего-то не хватает, что что-то не то. Вот, поэтому посмотрим. Когда довяжу до конца, то посмотрим. Тут как-то, ну, не знаю, не очень так, мне кажется, удачно сделаны развороты. Это даже не развороты, а просто развороты с другого качества петли, потому что здесь я делала вот изнаночные ряды. Не знаю, но говорю, мне трудно вязать из этой пряжи, как-то не очень. Может, конечно, она постирается, будет лучше выглядеть. Посмотрим еще, посмотрим. Вот такой у меня процесс. Не знаю, нужен вам мастер-класс, поэтому не нужен. Но, в принципе, у меня есть мастер-класс. Только, может, потом скажу, сколько петель и как все это делать. Честно говоря, мало того, что у меня тут были проблемы с увязыванием этого, по моей же, конечно, глупости, но еще мне вот эти цвета не очень нравятся. Я хотела оранжевую шапочку, у нас зимняя куртка красная, и у меня была дилемма использовать верхним слоем вот это вот оранжевый цвет или темно-синий. И я долго думала, в конце концов все-таки остановилась на этом оранжевом. Но не знаю, не скажу, что мне нравится сочетание этих цветов. В принципе, неплохо, конечно, но какой-то для мальчика это не очень выходит. Я, конечно, посмотрю потом, как это будет выглядеть с узором, но мне кажется, что все-таки это цвета более такие нежные и девочковые. Так что, не знаю. Посмотрю. Надо все смотреть с готовыми изделиями. Трудно очень сейчас что-то сказать. Хотя вот здесь вот если посмотреть, то не так уж это плохо это все это смотрится. Сочетание цветов я имею в виду. Вот. Ну, закончу, то видно будет, что с этим делать и как это носить. Так, еще, может, покажу вам покупочки свои. У нас была распродажа. В принципе, у всего Дропса была распродажа в сентябре, наверное, или в октябре. И я заказала себе еще мериноса. Вот такой цвет, мне он очень нравится. Вообще-то я изначально заказывала это на шапку, но не знаю, будет ли мне такая шапка к лицу. Вот, и посмотрю, конечно. Подойдет, не подойдет, вообще хватит ли мне этого, этот цвет 15-й. Но цвет очень приятный, но очень такой зелено-серый, приглушенный, очень неплохой. Вот. Еще взяла на шапку тоже Яну, на такую шапку с ушками, которая уже будет на весну, потому что та, которую он сейчас носит, она впритык. И на весну я хочу ему связать новую. Это будет нижний слой, и вот это будет верхний слой. Вот. Этот цвет, не помню, как он точно называется, наверное, светло-желтый какой-то, номер 3. А это называется петроль, насколько помню, 42. Ну, по-моему, они сочетаются очень хорошо, по крайней мере, в мотках. Вот. И, кстати, вот эта пряжа тоже хорошо очень сочетается между собой. Так что посмотрю, может вообще из этого подклад сделать, а с этим тогда она будет слишком теплая. Ну, посмотрю, это все будет еще надо будет решать. В любом случае, вот этот вот набор у меня для шапочки на весну, такой с ушками из Drops Baby Merino, какие я обычно делаю. Только на размер больше. Наверное, еще 8 петель добавлю к тому, что есть. Вот. Прислали мне еще пробник от Drops Wish. Очень такая приятная пряжа. Мне в прошлый раз, по-моему, другого какого-то цвета было. Но вы знаете, даже тут, наверное, альпака или какая-то бэйби альпака, но она настолько мягкая, вот по сравнению с той альпакой, из которой я вяжу шапку, та альпака, эти волосы, они постоянно куда-то лезут. А здесь оно такое все очень
такое, как котенок. Приятное довольно. Может, из этого верхний слой сделать какой-то. Ну, не помню, по-моему, я тоже из этого не нашла какого-то адекватного цвета к тому. Вот. Еще я заказала спицы. Заказала я спицы вот такие вот. У нас раньше не было укороченных спиц, и поэтому, когда я видела, что они появились, я сначала двоечку заказала, я уже потом заказала и эти еще дополнительные. 3,5 и 2,5. Но мне, когда посылка пришла, она у меня долго стояла, и как-то я ее, конечно, открыла, посмотрела, что там есть, но так она мне стояла. Вот, и в конце концов мне понадобились эти вот укороченные спицы. Я полезла в коробку, и каково же было мое удивление, когда я не нашла вот этих спиц, а нашла вот эти спицы. То есть тот же самый миллиметровый размер, но на 80 сантиметров. Такие спицы, конечно же, у меня есть. Ну, пригодятся в хозяйстве. Я написала продавцу, они сказали, что извините, пришлите нам их обратно за наш счет, ну, за их счет, и мы вам пришлем другие спицы. Ну, я ответила, что как бы, да ладно, пусть уже остаются, зачем за пересылку платить дополнительно. Присылайте мне просто следующие спицы и все. И они мне прислали вот эти вот дополнительные, ну, как бы то, что я, в принципе, заказывала, и дали еще 30% скидку на это. Так что очень даже неплохо. Нажила себе большое количество спиц. Ну, все пригодится. Точно не пропадет, потому что, честно говоря, у меня в спицах в основном проблема в том, что вот здесь вот плохие стыки. Вот как раз-то в спицах от Drops у меня такого не случается, а большинство спиц у меня до этого были все-таки Knit Pro, а Knit Pro таким грешит. И поменять их на Drops очень даже было бы кстати сейчас. Так что все плохое как раз на хорошее вышло. Вот такие у меня новости. Это все пока что я вяжу. Еще есть в планах сделать к шапочке шарфик. К той шапочке фиолетовой, которую я делала. Но, честно говоря, еще не знаю, что. Думала снуд, но с мамой девочки мы решили, что снуд все-таки не очень хорошо, потому что он не будет прилегать к горлу так, как хотелось бы. А как сделать из этого шарфик, используя два мотка разного цвета, я, честно говоря, пока не знаю. Снуд был бы, конечно, с точки зрения вязания идеальным решением, но как с этим шарфиком и каким узором это все вязать, трудно мне пока сказать. Ну, может, что-то придумаю и все-таки сделаю. Вот. Если сделаю, то вам потом покажу в готовых работах. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!